всем привет! С вами Татьяна. И сегодня у меня очередной новогодний выпуск. Будем вязать с вами новогоднюю елку. Но это будет не просто елка как элемент декора, это будет еще и такой полезный аксессуар для каждой рукодельницы. Итак, что же мне понадобится? Я вязала свою елочку вот из такой вот пряжи от производителя Бугетта. Называется она конфетти. Толщина этого шнурочка примерно 3 миллиметра. И, как видите, он представляет собой такую вот блестящую травку. Ссылочку на продавца пряжи я оставляю в описании. Теперь по расходу. Значит, размер моей елки, высота 28 сантиметров и диаметр донышка 20 сантиметров. Вот на такую елочку у меня ушло меньше мотка. Вот это вот я вам уже показываю остаточек. Здесь 50 грамм. В целом в таком мотке 200 граммов и 160 метров. Дальше крючок я буду использовать номер 4. Для донышка мне понадобится лист фетра формата А4. Толщина 2 миллиметра. Дальше для набивки буду использовать холофайбер, вот такой вот ватную субстанцию для набивки мягких игрушек. Здесь у меня где-то грамм 70, наверное, ну, в общем, где-то максимум 100 грамм вам достаточно будет для этой елочки. И для приклеивания дна буду использовать клеевой пистолет, но если у вас его нет, то это не беда, можно просто пришить его обычными нитками. Также для декора я буду использовать вот такие ниточки, также от производителя Бугетта. Эта ниточка называется Knit Shine. Этот шнурочек хлопковый с добавлением глиттера толщиной 1 мм. Из этого шнурочка я буду вязать бусы. Дальше. Также вот нашла у себя какие-то бусики, какие-то колокольчики. Также для оформления буду использовать, в принципе, все, что у меня нашлось из моих рукодельных штучек. Это крючки, иголки, булавки для вязаных изделий. Вот еще какие-то декоративные булавки, маркеры для вязания, еще одни маркеры для вязания, еще одни булавки. Ну, в общем, все, что у вас найдется из ваших рукодельных каких-то аксессуаров, которые можно либо повесить, либо воткнуть в елку, все подойдет. Итак, я приступаю к вязанию, а вы не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если еще не подписаны. Итак, начинаем вязание с макушечной части, и для этого сделаем кольцо амигуруми и наберем в него 8 столбиков без накида. Таким образом выводим петельку. Давайте еще раз покажу поближе. Так, колечко вот таким образом располагаем на ладони. Смотрите, вот основная ниточка. Я ее зацепила и вывела петельку. Теперь эту петельку провязала воздушной петлей. И теперь сделаю еще, точнее свяжу в это кольцо еще 8 столбиков без накида. Затягиваю кольцо, нахожу первый столбик, вот первую горизонтальную петлю этого кольца, видно ее плохо, но разглядеть можно. Вот нахожу петельку, ввожу крючок в нее. Смотрите, не в воздушную петлю, которая у нас была самая первая, она у меня вот здесь, а именно в горизонтальную петлю, которая вот на окружности находится. И в эту горизонтальную петлю провязываю соединительный столбик. Все, таким образом я соединила рядочек. Теперь
Приступаю к вязанию второго ряда, делаю воздушную петлю подъема и в каждый из столбиков провязываю по одному столбику. То есть второй ряд у меня также будет состоять из 8 столбиков без накида. Вяжем обычным классическим столбиком без накида за обе полупетли. Воздушную петлю сделали, и в эту же петельку, в которой мы делали соединение ряда, вводим крючок и провязываем первый столбик. Так, значит, смотрите, вот первый столбик я провязала и помечу его маркером, чтобы мне потом не искать эту петлю, в которую мне нужно сделать соединение. Закреплю на ней маркер. Так, один столбик провязала. Теперь в каждую петельку провязываю также по одному столбику. Все, 8. И вот в эту петлю, на которую у меня маркер установлен, делаю соединение. Соединительной петлей. Все. Далее приступаем к вязанию третьего ряда, и начиная с третьего ряда я буду делать прибавочки. Прибавки буду делать через один ряд по 4 прибавки на круг. То есть в третьем ряду сейчас сделаю 4 прибавки, потом четвертый ряд провяжу без прибавок, в пятом ряду снова 4 прибавки и так далее. То есть в каждом нечетном ряду я буду делать по 4 прибавочки. Прибавки буду распределять равномерно по окружности. Значит, у меня сейчас 8 петель на окружности, соответственно, через одну петлю, в каждой второй петле я сделаю прибавку. Первая петля воздушная для подъема. В эту же петлю, в которую делали соединение, провязываем столбик, устанавливаем маркер. И во вторую петлю делаем прибавку. Один столбик и сюда же второй столбик. Далее один столбик без прибавки и далее столбик с прибавкой. Итак, провязала третий рядочек. В последней петле у меня получается прибавка, то есть последняя четвертая прибавка пришлась на последнюю петлю ряда. Вот так вот. Значит, смотрите, вот здесь вот осталось, видите, как будто бы петелька, но это не петелька, это соединительная петля предыдущего ряда, мы ее не трогаем. Итого получилось в третьем ряду у меня 12 столбиков. И делаем соединение. Теперь воздушная петля подъема и провязываем четвертый ряд без прибавок. То есть в четвертом ряду у нас будет также 12 столбиков, как и в третьем. Дальше пятый ряд. Сделали воздушную петлю подъема. И в пятом рядочке будет снова 4 прибавки. Так как у нас здесь уже 12 петель, соответственно, каждая прибавка будет в третьей петле. Первые 2 петли вяжем одинарными. В третьей петле делаем прибавку. Далее снова 2 одинарные и прибавка. Так, провязала до конца. Итого получилось 16 столбиков. Соединила рядочек. Следующий ряд без прибавок. Дальше шестой ряд провязали, снова получается в шестом ряду 16 столбиков, и в седьмом ряду снова делаем прибавочки. Также 4 прибавки распределяем равномерно по кругу. И смотрите, в принципе, мы всю елку будем вязать по этой схеме, то есть через в каждом нечетном ряду 4 прибавки. И всю елку я, естественно, показывать не буду.
Просто дам один совет, что прибавочки лучше делать не петля в петлю, а смещать их каждый раз. То есть, например, вот получается, в пятом ряду мы делали прибавку вот здесь, вот в третьей петле. А сейчас мы сделаем, по идее, мы должны сделать прибавочку в каждой четвертой петле, то есть, получается, мы должны провязать 3 петли, 3 столбика одинарных, и вот здесь вот прибавка. И смотрите, у меня здесь же на этом же уровне прибавка предыдущая. Я сделаю по-другому. Я сделаю прибавочку, например, смотрите, первую петлю провяжу одинарной, и здесь вот во второй сделаю прибавку. Дальше провязываю 3 одинарных столбика. Раз, два, три. И четвертую петлю вяжу с прибавкой. Смотрите, здесь прибавка, а в предыдущем ряду прибавка была вот здесь. То есть у меня она смещаться будет постоянно. Если вы будете делать на одном уровне их, петля в петлю, то елка у вас будет неровная. То есть она у вас, чем больше будет елка, тем больше вот эти вот будут выделяться места прибавок. То есть они будут такими клиньями. Это будет некрасиво. Теперь снова вяжем 3 одинарных и снова прибавка. И потом, когда вы подошли к концу ряда, помним, да, что здесь в начале ряда мы провязали одну одинарную, значит, в конце ряда нам остается довязать 2 одинарных петли. И все, рядочек соединяем. Если пересчитаете петельки, то их должно быть 20, да, в этом ряду. Вот, и таким вот образом делайте в каждом ряду, смещаете прибавки. Соответственно, чем больше будет елка, тем больше будет у вас количество одинарных петель между прибавками. И их будет, естественно, уже смещать гораздо проще. То есть там уже не будет такой вероятности, что вы попадете, да, там в одну петлю с предыдущей прибавкой. Ну и, в общем-то, таким образом вяжем всю елку до желаемой высоты. Я буду вязать до тех пор, пока у меня диаметр донышка не достигнет 20 сантиметров, чтобы мне уложиться вот в этот вот формат А4. Итак, вот моя готовая елочка, ну, точнее почти готовая. Высота у нее 28 сантиметров. И смотрите, диаметр у меня как раз умещается вот сюда, на листик А4. Я провязала, не знаю даже сколько рядов, не считала, ну, в общем-то, в сантиметрах ориентируйтесь. Последние 2 ряда я вязала без прибавок, то есть не один ряд без прибавок, а решила связать еще один потом, чтобы она была чуть-чуть повыше. Просто побоялась сделать еще один ряд с прибавками, потому что могла уже не уместиться в свой листик. Теперь вот отрезала ниточку, просто спрячу хвостик и приступлю к декорированию. Итак, прежде чем набивать елку и приклеивать донышко, я сделаю бусы. Бусы буду вязать прямо от самой елки, поэтому когда я ее набью, это будет делать уже неудобно. Значит, смотрите, беру свой шнурочек тоненький. Крючок взяла размером 3 миллиметра, поменьше. И беру вот эти вот свои бусинки. Смотрите, у меня они с такими вот большими отверстиями, в них свободно проходит крючок. Вот, это очень удобно. Теперь вот так вот сверху, где-то, наверное, под третьим рядочком, вот так вот подхватываю петельку. Даже, наверное, под 4-м рядочком. Так, захватываю вот это вот соединение между столбиками, беру бусину и беру шнурочек. Смотрите, что делаю. Просовываю крючок в бусину и вот так вот протягиваю петельку через все это дело и провязываю воздушную петлю. Вот так. Затягиваю. Хвостик потом уберем. Так, затянула. И теперь отсюда начинаю вязать цепочку из воздушных петель.
Связала где-то петель 15, беру еще одну бусину и опускаюсь чуть ниже на несколько рядов и немножко левее. Также подхватываю вот какой-то промежуток между петлями, так скажем, сажаю бусину и провязываю все это дело соединительным столбиком. Так, ну, смотрю, чтобы нигде ничего не перекосило. Как-то вот так вот поворачиваю. Так, вот, наверное, вот так. Вот ниточка у меня выходит из бусины. И отсюда продолжаю вязать цепочку. Смотрите, вот сюда хочу привязать колокольчик, но у него маленькое отверстие. И что я сделаю? Сейчас покажу. Возьму ножнички тоненькие. И вот так вот в них, точнее в это отверстие просуну ниточку. И теперь провязываю. Так, точнее эту же петельку протягиваю вот сюда. Все, наверное, сейчас последнюю свяжу цепочку. Так, закрепила последнюю бусину. Теперь отрезаю ниточку. И вот тут для надежности вот так вот протяну хвостик сюда через бусину и наизнанку. Здесь закреплю его вот таким вот образом. Все. Можно спрятать, а можно, в принципе, и не прятать. Все равно здесь это все будет закрыто. И этот хвостик также закреплю на изнанке. Теперь сделаю еще одну такую же гирлянду, но с серебристым цветом. Ну вот как-то так примерно у меня получилось. Смотрите, я вот эту серебристую гирлянду пустила наискосок вот так вот этой красной. Все, теперь можно смело набивать и приклеивать донышко. Так, ну вот я набила елку. Это оказалось не так просто, как я думала. Я просто не часто занимаюсь такими вещами, поэтому для меня это было непривычно. В общем, вот сюда в макушечку надо стараться набивать прям побольше, чтобы она держала форму. И ушло у меня где-то грамм 100, наверное. Я говорила, что грамм 100 максимум. Вот все 100 грамм у меня ушли. И еще я решила взять лист картона и наклеить на фетр, то есть укрепить донышко, чтобы оно было пожестче.
как-то так получилось. У меня просохло донышко после того, как я его приклеила. Я обрезала здесь вот излишки. И вот такая получилась елочка. Сейчас я буду украшать ее своими различными рукодельными штучками, но можно также сделать какие-то фигурки из фетра, ну просто вырезать ножницами разноцветные какие-то элементы, там сердечки, звездочки, снежинки и украсить ими елку. А также можно связать какие-то игрушки. Сейчас очень много мастер-классов на эту тему. И либо использовать обычные елочные игрушки небольшого размера. Ну что ж, вот такой вот получился эксперимент. Я надеюсь, что он вам понравился. И напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как вам вообще моя идея вот такого вот воплощения этого новогоднего аксессуара, который также служит еще и такой вот полезной вещью для рукодельницы. Ну, в общем, на этом все. Спасибо за внимание. Всем желаю новогоднего настроения. И обязательно следите за выходом моих новых видео, чтобы не пропустить ничего интересного. Всем пока-пока.